Приветствую вас, с вами Лика. Благодарю всех, кто заходит на мой канал, смотрит мои расклады, кто пишет, делится своим опытом, да, в комментариях. Для меня это очень важно. Спасибо вам огромное. Тема нашего расклада сегодня – разговор с ним. Давайте посмотрим, что он сам себе, может быть, не признает, да, о вас. То, что он понимает, что он чувствует, чего он хочет. Поговорим с ним. Сейчас мысленно подумайте, да, об этом человеке. Настройтесь со мной на волну этого расклада. Разговор с ним. Сделаем сигнификацию, чтобы понимать, в каких вы сейчас отношениях, что происходит между вами. Отсюда будем отталкиваться, да, как я всегда говорю, ваш ли сегодня расклад. Слушайте, смотрите. Что между вами? Десятка мечей, карта утраты, расставания, потери. Сразу говорю, по этой карте расставание прошло тяжело. Что у вас, что у него, после этого сейчас вообще появились страхи. Страхи двигаться дальше по жизни, да, открыться, поговорить. Очень много противоречий идет между сердцем и умом. Ссор было у вас много. Вообще была такие конфликтные ситуации были, в которых каждый из вас пытался доказать, так сказать, свое эго, да, как я это говорю. То есть я прав и не хочу слушать другого, и наоборот. Это привело к точке, к жирной точке. Вышел ваш сигнификатор, королева кубков. Вы его любите. Вы наполнены прекрасными эмоциями, воспоминаниями о ваших отношениях, да. И вы в глубине души ждете прорыва от него, движения от него сейчас. Но и вы застыли. Где-то вы считаете, что вас обидели. Почему вы еще могли расстаться, вмешались обстоятельства в жизни? Могло что-то произойти, какие-то резкие перемены в вашей жизни, которые поставили эту точку. Где-то, может быть, до сих пор вы не осознали того, что между вами произошло, что произошло расставание и ссора, конкретная ссора. Поэтому вы сидите тоже думаете, а как так? Вроде бы была жизнь. Я говорю, по семерке жезлов здесь у вас сопротивление было. Я говорю, каждый из вас пытался доказать, грубо говоря, чуть я не пуп земли. Ты должен слушать, как я говорю, а вы говорили ему, ты должен слушать, как я тебе говорю. Жить, как я говорю. Судьба сейчас расставляет все на свой момент. И вы где-то надеетесь, что повернется все в лучшую сторону. И он, скорее всего, да, как сказать, не то, что он думает, как мосты, да, с вами навести в данном случае, он надеется, что судьба все разрешит. Вот так вот между вами сейчас. То есть вы поругались и разошлись на почве того, что кто-то кому-то не уступил, не поговорили, может быть, до конца откровенно. Гордыня взыграла, разругались, разбежались. Сидим, как говорится, в том моменте, как бы шока, да. А что же мы наделали, да? Особенно у вас идет по сердцу. Вы обороняетесь, вы в глубине души его любите, но вы обороняетесь от него, как я говорю, он тоже. Вы считаете себя сейчас как соперниками в ваших отношениях. Давайте посмотрим, что он вообще, как он видит. Давайте с его стороны все-таки посмотрим, как он видит ваши отношения сейчас. По шестерке жезлов он считает, что он поступил правильно. Как я выше вам сказала, каждый из вас считает, что кто-то неправ, он считает вас неправой. Хотя тоже вас
любит, вы для него любимая женщина, да, по королеве кубков, та женщина, которая его влечет эмоционально и духовно, и вы для него прекрасные, прекрасные внутри и снаружи, да. А по шестерке жезлов он считает, что он победил во всей ситуации. Потому что вот пятерка жезлов, шестерка жезлов, смотрите, вышла пятерка, это сопротивление, это путь борьбы, это конфликт, который вы развязали, по идее, не привел ни к чему нужному. Но он считает это своей победой. Может быть, даже он думает, что он вас бросил, поставив точку, да, как бы так скажем, грубо, да. Но ему тяжело, потому что он понимает, что он поступил неправильно по отношению к вам. Он должен был поступить к вам мудрее, потому что он мужчина. Он считает себя мужчиной. Поэтому у него взыграло то, что я поступил правильно, я поставил эту точку. Я ей сказал. Я так сделал, потому что она так делала. Но он осознает, это неправильно. И у него сейчас, почему ему тоже тяжело, и вот эта пустота и двойка мечей его накрывает внутри и снаружи, да, прям давит на него и стены, и все вокруг, потому что он понимает в глубине души, это был неправильный поступок. Ну, вот я говорю, как, в принципе, он видит вас вот так. Видит в этих отношениях, что вы королева мечей. Как бы он внутри не понимал, головой воспринимает вас холодной, расчетливой. Я говорю, он чувствует вас. Но из-за этого конфликта он видит вас королевой мечей, потому что вы ему тоже не уступили. И вот сейчас он находится на перепутье. Как он видит? Он не знает, что дальше делать. Двойка мечей, двойка пентаклей. Вот буря произошла, да, как я вам сказала, по пятерке жезлов, вот эта вот пустота пришла, двойка мечей застопорила, затормозила все. И по двойке пентаклей. Вот эта буря, которая сейчас образовалась, он стоит посреди нее и вообще не знает, чего делать. Какие вообще шаги дальше предпринимать? Вы ему не безразличны. Потому что по Иерофанту, я говорю, в глубине души он осознает, что можно было поступить по-другому все сделать. Но гордость не дала. Ну, давайте смотреть его мысли теперь. Как он видит ваши отношения, понятно. В общем, с двух сторон, что у вас, что у него, упорство и заторможение просто сейчас в мыслях и в сердце. Как я вам выше и говорила, он видит вас родную, привлекательную для себя половину, ту, которая создана для него, как он это понимает, да? Опять же, говорю, это все внутри. А вот головой, смотрите, как вы вышли. Королева мечей и король мечей. Я все равно не сдамся. Я буду сидеть вот так. Я прав. И теперь посмотрите на себя. Вы даже здесь, кстати, друг другу очень хорошо подходите. И вы также. Я тоже не сдамся. Я холодна. Мне никто не нужен. Я буду все решать сама. Вот мысли. Он думает о вас постоянно. Он думает о том сейчас, как взять все это под контроль. Как решить теперь эту ситуацию? Уже хоть просветление. Потому что ему тяжело, я говорю, ему плохо. Ему вот смотрите, там пятерка жезлов, помните, да, как он видит ваши отношения. Что он думает теперь, мы смотрим. Выходит опять, выходит пятерка пентаклей. Ему больно, ему тяжело, ему не хватает энергии без вас, потому что вы для него, его никто не интересует больше в этой жизни, кроме вас. Вы ему нужны. И он пытается сейчас продумать план, как бы ему гордыня не давала, да, я холоден и буду закрываться и сидеть на своем троне, никого не подпущу. Не покажу эмоций, не откроюсь ей ни в коем случае. Первый шаг я не буду делать. Но все равно у него постоянно сейчас приходят мысли. А ведь я могу ее потерять. И я вообще тогда останусь, как говорится, у разбитого корыта. И вот он продумывает, все равно сидит и думает, как же мне теперь из этой бури все выровнять. Да, справедливость вышла. Он понимает, что ему нужно что-то делать, но, говорю, он головой думает о том, что вы его обидели. Помните, да, по первому ряду? А вот по Иерофанту в душе, да, у него стало приходить, что он, говорю еще раз, поступил неправильно по отношению к вам и сам себе хуже сделал. Ведь я говорю, в большинстве случаев у кого-то срезонирует, что он поставил точку, он как бы, вы ему не уступили, и все, до свидания, как говорится, да, потому что фундамент закладывался достаточно какой-то долгий период ваших ссор, ваших конфликтов на какой-то почве, где вы не уступили друг другу. Я говорю, в глубине души он понимает, что ему нужно было пойти с вами на компромисс. Может быть, что-то, говорю, поговорить, открыться больше или объяснить какой-то свой поступок.
Но он тоже этого не сделал. И он считает, что вы его обидели. Но я говорю, в данном случае вы оба в этой ситуации наломали дров. А что он думает? Он сейчас думает, как дальше все это исправлять, как в эту бурю ворваться, этого хаоса ваших, расставания вашего, да, вашей боли теперь друг без друга. Давайте посмотрим его чувства. Хочу все-таки посмотреть, что он на самом деле к вам вообще испытывает. Ну, сейчас понятно, чувство он скрывает, закрылся, я говорю, как и по королю мечей. Смотрите, император и там императрица. Я вам уже говорила, что у вас очень похожи характеры. Вы, знаете, вот бывают близнецы, да, и вот в жизни встречаются партнеры, у которых характеры как две капли воды. И вот в большинстве случаев и получается, почему такие ссоры, да, вы вроде разошлись, и никто не побежит искать себе новую судьбу, новую жизнь, потому что, я говорю, вы друг для друга уже все. Это как бы пара, которая создана уже союз заключен. Поэтому у вас и вот такой процесс и идет, что вы как бы расстались, а вот это вот теперь думаете, как все исправить, потому что характеры не дали в свое время изменить ход своих отношений, ход своего уважения друг к другу, да. Каждый попытался, я прав, еще раз говорю, да, я права. И вот здесь, я говорю, вы выходите опять одного уровня. Поэтому вы не уступаете друг другу, потому что каждый из вас думает, что у него фундамент такой, что как бы он рядом не стоит. А это не так, вы одинаковые. Вот как бы это ни звучало, да, странно, но вы реально одинаковые по характеру. Вы мыслите одинаково. Вы принимаете решения одинаково. Иногда бывает так, что вы можете просто находиться рядом, да, молчать, а думать об одном. Видите перспективы в жизни одинаково. Но вот группа копилась, произошел какой-то момент, когда накопились все вот эти вот ваши скандалы, ваши ссоры, и просто взорвалось это все. И он как бы, плюнув, так сказать, на все это, отодвинулся от вас, да? Потому что уехал. Но он понял, что ему без вас плохо. И уступать не хочет, и в то же время надо, потому что, ну, нельзя так, как он понимает теперь. И вот по императору, я говорю, он сейчас скрывает свои чувства. Но поверьте, внутри у него не очень все так безоблачно, как он здесь находится, да? Да, я говорю, он мог уехать, как сказать, и вы боитесь, где-то побоялись вот по двойке мечей, страх, да, еще выходит того, что вы побоялись, что он уехал, все, связи нету, не вернется, вы его потеряли насовсем. Он в этой поездке сейчас, в этом пути, это может быть просто в другой город, может к родственникам поехал, там, к другу на какое-то время, да, он многое переосмыслит. Ему эта поездка сейчас даст трансформацию, да, потому что вот он прямо поймет, что давление, вот подавление вот этого всего, что он совершил, вот этот поступок, уехав, поставив жирную точку со своей стороны, не объяснившись, да, где-то, может, с вами, может быть, причинил вам как бы такую боль, когда резко вы от него не ожидали такого поступка. Вот сейчас его это все задавит. Он понял, что он взял на себя то, что вообще не надо было брать. Ну, в принципе, я вам выше уже сказала. Вот, что он чувствует. Рыцарь кубков, он открыться хочет. Он хочет обратно приехать, понимаете? Вот после всего, что он сейчас вот осознает, да, мы смотрим, что он чувствует. Он закрылся, убежал, и его как задавило по десятке жезлов. Он такой, ах, что теперь делать? Вот я вам просто говорю, как есть. Вот он сидит и говорит, а что теперь делать? На меня все давит, я вообще наломал тоже дров, а ведь я ее люблю, а ведь я мог поступить по-другому. Но она не права. А вернуться хочет. Приехать, сказать, вот как вот здесь на белом коне. Ты мне нужна. Я твой рыцарь, я твой мужчина. Он горит вами. Вот у него чувство, смотрите, когда я вам объяснила. Вот эта трансформация, про которую я вам говорила, к чему его сейчас привела. Он понял, что он хочет открыться, он понял, что вы ему нужны. Тут и страсть, и притяжение. Ну, давайте смотреть, а что он для себя понял-то в итоге по поводу вас, да? То есть, может, то, что он себе боится признать, что он понял по поводу вас?
Своим поступком, знаете, как он думал, что будет? Что он сможет вас манипулировать, вы сами к нему прибежите. Начнете звонить, плакать, страдать, искать его и так далее. Манипуляция. Через его вот эту тактику он думал, сейчас сделаю такой ход. То есть он обманул сам себя и вас до кучи, так скажем. Да? То есть он уехал, и когда поставил точку, он этого в принципе не собирался делать. Но он решил такой маневр сделать для того, чтобы взять вас под манипуляцию своего контроля. Это он продумал этот план, понимаете? Хотя король Пентаклей здесь достаточно надежный такой верный мужчина, да, идет. Но здесь именно так как мы уже выбрали сигнификатор ваш и его, здесь идет его планирование. Он планировал именно прям жестко в материальном и мысленном, вот в уме, да. То есть эмоции и духовность здесь вообще не играла никакой роли. Он прямо вот обиделся и решил и вас обвести вокруг пальца, и в итоге себя обвел. Почему? Потому что не сработала его манипуляция к вам. И вот это вот он только-только начинает себе признавать. Он еще это не понял. Что она не сработала. Его ставка, которую он поставил, да, на то, что, да, Луна, он не знал, как это будет. Но вот этот его хитрый ход, обман, недоговаривание и вот этот вот уезд или там уход, кого когда срезонирует. Вот уход, 8 кубков вышла. В никуда, в надежде подмять вас под себя, ну, проигралось у него так, что он сам попал в эту ловушку. Сам сидит теперь, хочет обратно вернуться, но не знает как, потому что все-таки гордость не позволяет признать, что вы как бы... Точнее, не то, что вы были правы, а признать то, что он был неправ по отношению к вашим чувствам, к вашей любви, да. Что он мог поступить по-другому, он об этом знает, еще раз говорю. Давайте посмотрим, какие будут от него действия, да, или намерения по поводу вас в ближайшее время. Вообще посмотрим, к чему все это приведет. Он работает теперь в этом направлении, прям, да, потому что ему нужно, вы ему нужны как счастье, да, без которого вот он все иссяк источник, как я всегда говорю, по 8 кубков. Сидим у пустых бокалов, да, чаш. Вот сейчас он, смотрите, прям сидит и думает, вот тут, там, где он сейчас находится, он прям рисует планы. Что мне изменить? Как мне подъехать? Помните, я вам говорила, вот здесь он не знает, что делать. А в ближайшее время вот он будет так вот делать. Или уже начинает делать, или сидит уже вот-вот, как говорится, сядет и будет чертить проект возвращения к вам. Потому что вы для него счастье. Ему без вас плохо. И он это понял. Ну или поймет, вот говорю. Мечей у вас много. Продумывая планы о своем счастье, его действия какие, он побоится открыться. Почему? Потому что он не знает, как вам сейчас подкатить, как вас сейчас вернуть, как вам сейчас все это объяснить. Страшно ему. Но это он себя накручивает. И он проработает этот процесс, чтобы с вами быть рядом. Вы ему, говорю, нужны. И он понимает, что вы его половинка. Я говорю, мало того, что вы близнецы, и по характерам, наверное, и по многим другим моментам, да, вам виднее. Я всего здесь не вижу. Но созданы вы для друга уже однозначно. Помните, я вам сказала, что, говорю, союз, который уже заключен. И сейчас для вас это просто этап, который вам нужно пройти. И вот он будет прорабатывать его. Этот план, чтобы быть с вами рядом. Я говорю, 8, 9 мечей. С его стороны все конфликтные ситуации сейчас зависят будут от него. Как он выйдет из этого. Как выйдет? Он напором поедет. Он будет бояться сидеть, и вдруг его осенит. И что, я долго так буду сидеть? А если я ее потеряю? А если она уйдет к другому? Начнет себе рисовать по 9 мечей какие-то фантазии, что вы там уже чуть не замуж вышли. Да, и то есть ноги в руки и поедет к вам. Ему смелости сейчас не хватает. Не будет хватать, вот, ну или не хватает сейчас, вот он наберется. Да, и резко прямо. Вы даже не будете ожидать этого момента, когда он к вам приедет. Может быть, по рыцарю кубков откроется и скажет вам, что я был неправ, конечно, извиниться. Скажет, что он вас любит. И он приедет к вам с новыми планами, с новыми идеями на будущее. Может быть, предложит вам вариант, как изменить ваши вот эти конфликтные моменты, которые единственное все портят у вас. Все остальное у вас хорошо.
Вот где-то вам надо вот найти вот этот компромисс, чтобы не разрушать друг друга. Да, по шестерке пентаклей он, говорю, вам предложит именно компромисс, чтобы отдавать и получать, наполнять, как говорится, да, равномерно друг друга. Вот прям как здесь в этой карте. Так что, говорю, он скоро вернется. Если вы думали, что он не приедет больше, и что это была его манипуляция, в надежде, что вы прогнетесь, так сказать, да? Но вы не прогнулись. Придет с поникшей головой все-таки, да. Он это осознанно поймет. И вот он вышел, король кубков. Осознанно поймет, что, как я вам здесь сказала, придет для планов того, что давай поменяем, давай изменим. Нельзя так друг на друга смотреть, относиться и так далее. Я был неправ. Поражение, да, то есть с поникшей головой. Это очень резко скоро произойдет. Я осознал, что без тебя моя жизнь не имеет смысла. И я тебя люблю. Ты мне очень нужна. Но нужно решить, что нам дальше делать. Давайте я спрошу совет от карт для вас. Вы без него тоже очень тоскуете. Прям выбор за вами. В любом случае, да. То есть вы можете тоже дальше показывать свой характер, но я вам скажу так, что я говорю, во-первых, ваш союз уже заключен. Простите меня, и репениться здесь дальше смысла нет. Вот прям каждому доказывать свой характер. Ребят, вам надо просто реально найти по шестерке пентаклей компромисс, баланс ваших отношений. У вас будет все чудесно. У вас прекрасное будущее. У вас есть прекрасный фундамент. И у вас выйдут ваши отношения на новый уровень сейчас. Наполняться начнет заново все то русло, которое, может, даже больше все вспыхнет, чем за последнее время было. Исполнение желаний. Может, о том, о чем вы мечтали. Потому что вы думаете, что вы уже это потеряли все. Нет, не потеряли. Он скоро приедет. Я говорю, решать вам. Если он вам нужен, и вы без него не можете, я говорю, в перспективах он готов извиниться, сказать, что он был неправ, и самое главное, что он вернется с предложением решения этой проблемы, а не просто как, знаете, там, получилось, да получилось, да. Он может, конечно, сделать так, что гордость не позволит приехать и все это на тормоза спустить, и просто вас ошарашить какими-то планами на будущее. Но если вы с ним поговорите, когда он начнет к вам открываться, вы услышите от него то, что вас даже может где-то удивит, что оказывается он чувственный, и оказывается он может открывать свое сердце так, что вас это очень порадует и наполнит, вместо того, чтобы тоже из-за своей гордыни сидеть в пятерке кубков. То есть печали, потери и трауре, да, по рассыпавшим отношениям. Я говорю, у вас все в порядке, у вас прекрасная пара. Просто вот из-за вот этих вот моментов, которые в вашей жизни переосмыслите, их тоже подумайте, посидите. И когда он вернется, а вернется он уже очень скоро, посидите, поговорите с ним. Прям по душам. Вот так сегодня говорят карты. Я желаю вам, чтобы у вас все решилось, наладилось, и была только любовь, гармония и понимание. Взаимная любовь. А с вами была Лика. До скорой встречи.